очень хорошая экология, и об этом очень красноречиво говорит главная река, в которой такое огромное количество рыбы, чувствует себя абсолютно нормально. Любимый вид досуга у жителей города – это вечером выходить на эту большую набережную и кормить рыбу маленькими кусочками хлеба. На набережной реке Дзянбин в центре Фудина есть такое большое панно, выбито прям в камне, вся история города, ну вообще региона, причем начиная с самой ранней древности, то есть 4-5 тысяч лет назад, и до современности. Здесь вот начинается, собственно, вот каменный век, первые мастера, какие-то наскальные росписи, ну, в общем-то, как это было и везде в древние времена. 3年要7年报的年就是这样，它可以到。 История и культура народа Цзэцзу, то есть, так как здесь вообще, в принципе, в Фудине более 20 маленьких народностей, вот, но вот это вот Цзэцзу как либо объединяющее такое название, либо самая крупная народность. Линь его зовут, и он самый знаменитый каллиграф вообще Фудина в истории, то есть очень почитаемый местными культурными деятелями, скажем так. Здесь изображена история чай-торговли, то есть видно вот такие коробочки с чаем, вот, и первого торгового крупного порта в Фудине, то есть отсюда по реке, а потом дальше уже по морю доставлялся чай, причем не только из Фудина, но отсюда же свозили чай и из Уишань, и вообще из севера Фудзяни, то есть отовсюду, от всех ближайших провинций. Здесь был большой порт. И отправляли чай, собственно, и в Англию, и в Японию. В завершающей части исторического панно Фудина, собственно, современная история города, то есть с 1958 года по 1995, то есть индустриализация, все красиво, все построили, все счастливы, прыгают, веселятся, строят, и вообще все у них очень хорошо. Вот. И панно это было сделано в 1995 году, то есть в декабре, вот, и как раз ознаменовали историю, закончили вот этими вот радостными лицами китайских тружеников. Примерно 100 километрах от города Фудин, вот, в сторону моря, находится замечательный завод белого чая.
尾雕。啊今天刚好有太阳，前2天下雨了，没办法。来，我们等一下收来的茶几，慢慢，你看架子很多，就是放在阳光来尾雕，把它晒干，晒干。然后下雨天等一下我有室内尾雕，我带你去看一下。Да, первая стадия называется вейдиал. То есть после того, как чай собрали, соответственно, чай раскладывают на бамбуковые подносы и в таком вот тенечке, или когда сейчас, например, не сильное солнце, поэтому он на солнце практически лежит, вот, и подсушивается, то есть первичная сушка. В дальнейшем как бы используется такой вот процесс, идет хунган, то есть, собственно, или хунгбэй его называют, в Ишане тоже. То есть здесь берется древесный уголь натуральный и с такой корзине, там, значит, поднос, и на этом угле очень на такой, скажем, не слишком жаркой температуре, то есть регулируется мастером, постоянно он здесь находится, смотрит, постепенно идет, собственно, вот такой вот горячая сушка, да, может так это перевести. Это жоунян, да? 铁观音用的。20年。20年的时候。Кстати, очень хорошая история, то что вот здесь завод, который вообще, в принципе, производит белый чай. Но говорит, что была такая история, что тигуанин очень хорошо продавался. И поэтому, собственно, у них тут стоит 3 машинки для жоунен, то есть для сминания тигуанини, но сейчас они уже не делают, потому что зачем делать тигуанин, когда сейчас популярен белый чай, лучше делать его. А здесь мы видим машинку, которая сортирует, собственно, сырье по размеру листа, ну и, соответственно, по количеству сорта. То есть, как бы самое лучшее сырье. Первый, собственно, высыпается отсека, потом, значит, идет такое, где чуть-чуть там листик может поломан или какой-то еще там некондиционный лист, потом уже такой же крошка всякая ломаная, а потом уже вообще совсем просто чайная пыль почти. Из первого мешка просто потрясающего качества чай, очень ароматный и, как мы уже попробовали, очень вкусный. А здесь производится взвешивание китайского чая. То есть, как мы видим, вес этого мешка чая просто наилучший. Да, вот здесь, собственно, у нас вот уже готовый чай, который потом складывают. Здесь баймудань, а здесь байхауэджэй. А здесь происходит процесс вейдиао, или выгоняние влаги, скажем так, из листа, то есть первичная стадия после сбора. Обычно она делается на солнце, как мы уже видели, но когда плохая погода, используется такой вот цех, куда нагоняется горячий воздух и, в принципе, имитируются натуральные условия. Здесь большой, собственно, чайный чай-юань, так называется, или ча-шань, то есть чайная гора или чайный сад, завод, на котором мы только что ездили. Здесь такие вот характерные такие желтенькие штучки. Что это такое? Это такие своеобразные липучки для вредителей. Вот. И, как утверждают директор фабрики, они абсолютно не используют никакие вообще удобрения. Вот. Но очень много ставят таких желтеньких штучек, чтобы все негодяи, которые хотят сгрызть их свеженькие замечательные листики, прилипали сюда и были не способны это сделать.
Сейчас почки белого чая достигли идеального для сбора размера. То есть вот такая вот большая белая почка, из которой делают байхао инжень. Или, соответственно, большая белая почка и 2 листика, из которых делают баймудань. Вот, и вот сборщица чая уже заработает с раннего утра. Часто крестьяне, ну вообще люди, работающие в горах, берут с собой детей, что очень приятно. То есть вот этот мальчик бегает и говорит: эй, дедушка, смотри, тут иностранцы ходят. Вот, кан вайгужа. Так, ребята, давайте снова идите собирайте чай, потому что нам нужно спускаться вниз, у нас нет на обратную дорогу. Вот мастера, как бы, наши ребята тоже собрали чай, сборщики. Мы сейчас, может быть, нам вот там вот дадут немножко денег за нашу работу. Сейчас попробуем взвесить чай. Вот, сейчас еще добрали, еще немножко. Вот. Приехали на чайную плантацию, которая находится еще выше в горах. Вот. Здесь уже, кстати, совсем другое ощущение, то есть абсолютно чистейший воздух. Вот. От моря так уже подальше и еще дальше от города Фудин, то есть это уже, так сказать, совсем-совсем далеко, часа 2, наверное, ехали мы примерно. Вот. И здесь вдалеке интересно вообще расположен монастырь, который существует еще со времен династии Тан. Сейчас его восстанавливают, но очень древнее такое место. И по дороге мы видели парочку таких деревень, тоже видно, что очень старых. То есть, в принципе, это место раньше было более населено, чем сейчас. Мы приехали в заповедник Таймушань. Это самое знаменитое место в Фудине, место больше паломничества и туризма. Вот. И здесь одно из самых замечательных мест – это статуя богини Тайму, то есть покровительница всего региона, всего города Фудин. Đức thì nào cái mình này quay cái nêu lá ấy ya chôn châu ghi vui ấy đức mình này chuyển sai là cái chỗ đây gì cái này liên quy này qua gì xoan đi à đức con mày quay chỉ quay yêu như vậy В монастырях Таймушань абсолютно нету никаких заводских машин, вот, потому что они довольно бедные, вот, и то есть сушат традиционным способом на солнышке, такие вот бамбуковые подносы. Обычно лежат немножко под углом, чтобы слишком сильно свет не падал, вот, то есть такой небольшой полутень создается. И надо сказать, что стоит прямо около этих подносов шикарный абсолютно аромат свежесобранного чая. Помимо традиционного для Тайму белого чая, байхао инжень, также баймудань, здесь еще делают и красный чай. Вот, называют его либо Тайму хунча, либо Тайму инжень. Вот, тоже очень интересный чай, заслуживающий отдельного внимания. Используется в него тоже высококачественное сырье, либо только почки, либо, соответственно, типсы, аналогичные баймудани.
Да ладно. Как бы тут не застрять. Такая штука, если кто-то застревает, то раздвигают гору.不是啊，叫他拿着我们帮我们拍的，他比较专业一点呢。自在的未必够吃。他这两个，这个有点登山专业的感觉。吓你的那个辛苦。Почти на самой вершине горы Тайму, рядом с древним храмом, находится дерево, легендарное дерево, чайное дерево, которое посадила сама матерь Тайму. Называется оно Люсия, то есть зеленая снежная почка. Вот. Это дерево упоминалось еще самим Луюем в его чайном каноне, Чадзине, и по праву считается одним из самых древних чайных деревьев. Даже еще древнее, чем кусты Духмпао, всем известные. Поэтому это, в общем-то, место паломничества всех ценителей белого чая, ну и вообще любителей чайной культуры в целом. Здесь с давних времен занимаются добычей морских водорослей. Вот, и, собственно, эта лодочка, видно, что лежит уже здесь далеко не первое десятилетие. Вот, а тут прямо на пляже, собственно, сушат водоросли.两个的成分比其他的茶、其他五类的茶高出的10几倍。Вот как раз очень интересную вещь объяснил директор завода, то что, значит, почему белый чай вообще отличается от других, но, в принципе, другие чаи тоже имеют такое свойство, но, по мнению директора завода, только белый чай имеет такое свойство. Вот, то, что чайти у хорошего чая, то есть чайная энергия, да, она загоняется, то есть, ну, загоняется, она как бы остается внутри чая. То есть она в процессе правильного производства, правильного работы лица, вот это как бы
энергия чая, да, то есть сложно перевести это понятие чачи с китайского, но как бы смысл в том, что оно никуда не уходит со временем, оно остается внутри, и наоборот, по мере того, как чай вылеживают, оно потихонечку выходит из него. И то есть это как бы, ну, химическим термином продолжается ферментация, да, и чай как бы никуда не уходит. А энергетическим, как бы таким скажем, эзотерическим смыслом, духовным смыслом, да, древней китайской культуры, потому что чайная энергия, она остается внутри, она просто выходит, и она по мере того, чем дольше чай лежит, тем лучше как бы он становится. Вообще любят выдерживать именно белый чай, потому что он изначально, когда он свежий, он очень такой светлый, чистый, да, своего какого-то темного чая, ну, кроме красного, у них особо нету. Но вот так как при этом многим любят, да, хочется что-то такое по ферментированию и покрепче, вот, они, собственно, вот делают таким образом. Раз уж мы делаем белый чай, давайте тогда будем его выдерживать, он уже будет ближе к чему-то более ферментированному, да. 花芽又一根很大，最老是被台风58年的时候是台风很大掉。 Ну да. В общем, интересный был вопрос у меня на тему того, что когда начали вообще делать блины именно прессованные здесь, потому что было интересно, потому что у нас в России, ну и не только, кстати, распространение белый прессованный чай получил не так давно. Я спросил, то есть, ну, когда вообще появилось здесь это. Оказывается, что история тоже очень долгая, и, может быть, даже ничуть не меньше, чем в Юнане. То есть, действительно, здесь еще очень давно делали прессованный чай. Просто сейчас, как и везде в Китае, начинают восстанавливать историю, находить какие-то старые источники информации. То есть, это не то, чтобы какой-то там тренд просто, то есть, скопировали с Юнани, потому что ППР популярная, а это действительно тоже и здесь имеет очень древнюю историю. Как мы видим, прежде всего мастер берет нужное количество чая, взвешивает его, потом вкладывает туда маленькую такую бумажку Нинфэй, которая говорит о том, то есть, ну там, как правило, логотип завода, либо может какая-то еще дополнительная информация. И после этого уже дает сырье туда вот под горячий пар. Вот. После этого, соответственно, переворачивается в мешочек и отдается уже мастеру, который кладет блины в пресс. После того, как блин спрессовался, мастер достает его из-под пресса и кладет на такие вот подносы, прямо оставляя его уже в ткани до того момента, как он просохнет. После сушки ткань снимается, вот, и уже снова используется повторно для прессовки блинов.